Всем огромный привет и всех сегодня с 8 марта. Сегодня 8 марта 2022 года. С чего начинаем сегодня? С такой новости, которая вышла сегодня в Аргентине. Это правительство Аргентины начинает выдавать гуманитарные визы гражданам Украины. Значит, Национальное управление по иммиграции предоставит статус временной защиты с пребыванием в нашей стране до 3 лет. Не 3 месяца, а 3 года. По истечении этого периода бенефициары могут подать заявление на постоянное проживание. Эта мера была подтверждена в положении 417/2022 и опубликована в официальном вестнике правительственном. Вот я вам тут демонстрирую этот официальный вестник правительственный. Вот он так называется. Смотрите, Республика Аргентина. Вот здесь штрих-код, который вы можете отсканировать, чтобы на него попасть. Или вот подчеркиваю вам этот самый адрес. Но я этот адрес оставлю еще. Ссылочку эту всю оставлю в описании под видео. Вот написано все его, так сказать, смотрите, Буэнос-Айрес, 7.3.22, вот этот диспозицион, или как он тут называется, положение, типа, и все данные. Значит, вот это положение официальное. Так как оно на испанском языке, я сейчас буду стараться его немножечко перевести и объяснить, на что обратить вам внимание и все такое. Значит, поехали. Вы сможете его прочитать, сможете сбросить в PDF и иметь это положение. А я попробую вам объяснить немножечко, что это обозначает. Значит, Национальное управление по иммиграции разрешил въезд и пребывание в Аргентине по гуманитарным причинам гражданам Украины и их прямых родственников, вне зависимости от их национальности, в ответ на кризис, вызван войной, идущей через эту страну. Решение было подтверждено и опубликовано в официальной газете «Положение такое-то». На что здесь обратить внимание? Въезд и пребывание в Аргентине по гуманитарным причинам граждан Украины и их прямых родственников, независимо от их национальности. То есть ваш родственник может быть, не знаю, другой национальности в данный момент, имеет он другую национальность, но он ваш прямой родственник, и это тоже ему разрешено. Так. Согласно тексту, подписанному директором агентства Флоренцией Кариньяно, как вид на жительство в Аргентине, так и выдача разрешения на въезд и временные визы в этом случае будут иметь срок 3 года. Это хорошо. Теперь, кроме того, бенефициары также будут освобождены от уплаты иммиграционных сборов, поскольку их ситуация находится, ну, скажем так, уязвимая у них ситуация. И это сделано в ответ, который необходимо дать по гуманитарным причинам. То есть, вы поняли, да, об этом? Я не помню, я сказал или нет, что по истечении... вот на что я еще сказал, но не обратил внимания. По истечении 3 лет, те, кто хочет остаться, они могут подать заявки на постоянное место жительства в Аргентине, то есть на ПМЖ. Семьи могут объединиться. Налоги можно эти не уплачивать, именно иммиграционные сборы, не налоги, а иммиграционные сборы. Так, принятая мера является частью политики защиты прав человека, проводимой Аргентиной, и направлена на обеспечение воссоединения семей граждан Украины, заявили в правительстве. То есть это еще и по гуманитарным причинам, и для обеспечения воссоединения семей. Так что все, кто считает, что у них есть семьи, и они хотят воссоединиться, эти семьи, теперь такая возможность в Аргентине существует. Так, таким образом, это положение предоставляет статус временной защиты и гарантирует въезд и проживание в стране
украинцев и прямых родственников сроком постоянного пребывания в нашей стране до 3 лет. Это уже повторение, но все равно это разжевывание как бы того положения, которое здесь написано. По истечении этого периода они могут, бенефициары могут подать заявление и получить статус к окончательному месту жительства в нашей стране. Так, эта виза является частью закона об иммиграции 27871, и в частности его статья 23, подраздел М, которая рассматривает временных жителей по гуманитарным причинам всех тех, кто въезжает, ссылаясь на причины, оправдывающие, по мнению Национального управления по миграции, особый режим. Ну, в общем, тут запутано, я вам просто хочу рассказывать как бы то, что конкретно. Конкретно это то, что сейчас семьи могут воссоединиться, что все беженцы могут въехать, все украинцы, которые здесь находятся и у них просрочена виза, могут оставаться. Все могут въезжать и оставаться до 3 лет, приглашать своих родственников вне зависимости от национальности и потом получать ПМЖ. Это то, что сегодня опубликовано в официальном заявлении аргентинского правительства. С другой стороны, до понедельника 7 марта, до вчерашнего дня, 82 аргентинца смогли, тут нам рассказывают, что они смогли выехать из Украины. И это тоже хорошая новость для аргентинцев, что они смогли выехать в разные страны благодаря координации между дипломатами аргентинскими и украинскими. В общем, 82 аргентинца смогли выехать из Украины. Нам тут еще сообщают, но это уже к буллетину не относится, то просто уже к новостям этого самого, что, в общем, нету там больше аргентинцев, трали-вали, но это нас уже... Это уже другое. А сам буллетин, вот он написан, ссылочки внизу. Мои, кстати, решил тоже, знаете, сейчас все закрывается, перекрывается, а людей будут интересовать положение дел в Аргентине, так что я решил, что надо оставить под этим видео также мои там, допустим, социальные сети, телеграммы всевозможные, и все, свой имейл, по которому вы мне можете написать, оставить свой телефон для связи, потому что прямо так в открытом доступе вряд ли кто хочет оставлять свои телефоны, а имейл напишите или в директ напишите мне это самое, кому какие-то вопросы интересуют, или во всяких социальных сетях, или в директах в Инстаграме, в общем, найдете. Но я оставлю еще и имейл, так в открытую, как бы, куда вы можете что-то написать по своим вопросам. Надеюсь, я кому-то помог этим видео. Всем удачи, пока и до следующих видео.